Сегодня утром в студии местного телевидения Израиля выступили Алла Пугачева и Максим Галкин. Среди приглашенных также были родители недавно погибшего израильского врача и бизнесмена Арака Майяма. Безусловно, телезрители ожидали слова покаяния от примадонны. Но то, что выкинула Алла Борисовна, просто шокирует. «Не забывайте, пожалуйста, — начала Пугачева, — что я нахожусь в вашей стране по личному приглашению президента Израиля Ицхака Герцога. Наша семья не нарушала законов вашей страны, и нам не в чем оправдываться», — констатировала российская певица. Щекотливый вопрос об отношениях с Араком Майямом тоже не застал Пугачеву врасплох. «Мне, как и любой женщине моего возраста, приятно внимание молодого мужчины. Я позволяла Араку ухаживать за собой, но ничего более. Я не виновата, что обладаю магической властью над мужчинами», — заволновалась Алла Борисовна. «Мне безумно жаль, что так произошло, но Араку я ничего не обещала. Нет моей вины в его смерти». Однако Пугачевой резко возразила мама Арака Майяма. «Алла, вы старше нас на 10 лет. Вы затуманили голову нашему мальчику. Вы принимали его подарки и тем самым давали ему надежду. Неужели, как мудрая женщина, вы не понимаете этого?» «Уважаемые», — обратилась Пугачева к родителям Арака, «если бы я давала надежду каждому мужчине в своей жизни, то была бы замужем раз 100. Целой книги не хватит, чтобы написать о моих романах», — закончила Алла Пугачева. Были вопросы и к мужу Пугачевой Максиму Галкину. У известного пародиста поинтересовались, с какой целью он встречался с Араком Майямом за 2 часа до его смерти. Максим Александрович немного волновался, но старался отвечать спокойно и уверенно. Пародист объяснил, что с Араком он имел деловой разговор по поводу своих сольных концертов в Израиле. Отец Арака Майяма обратился к известному пародисту: «Максим, вы очень молоды и не знаете, какое горе потерять единственного сына. Зная Арака, я никогда не поверю, что он мог совершить суицид». После этих слов Алла Борисовна действительно вышла из себя. «Я люблю и уважаю землю обетованную, но поверьте, многие страны были бы счастливы видеть меня их постоянным жителем. Я соболезную вашему горю, но никогда не дам в обиду ни себя, ни своего мужа, вне зависимости, в какой стране мы находимся». В заключение Алла Борисовна попросила не мешать творческой карьере своего мужа и дать ему спокойно провести сольные концерты в Израиле. Так это или иначе, но жирная точка в деле Арака Майяма до сих пор не поставлена. Родители Арака – влиятельнейшие люди земли обетованной и вряд ли спустят на нет смерть своего сына.